Вот продолжение. После молотого кофе, можно сказать, мозги открываются. Так, значит, нашел я, как надо этого ослика до ума довести, можно так сказать. И я сейчас с вами вместе буду это делать. Оказывается, у этого малыша есть меню. Вот первая кнопка. Его нажимаем и удерживаем. Раз, два, и вот. Смотрите. Оказывается, тут есть меню. Просто нажатие, длинное нажатие и удерживание. У всех кнопок свои функции. Пока дошел до сюда. То есть до этой кнопки. Вот это еще предстоит мне выяснить. Но то, что я узнал, хватило, чтобы изучить его. Смотрите. Вот вторая кнопка. Вот это. При удерживании переходит в режим калибровки. Что мы сейчас и сделаем. Итак, нажимаем и удерживаем. Вот. Connect frequency counter to wave output. 1 МГц. То есть frequency output это... Ну, давайте посмотрим, если что-нибудь получится. Вот. И надо подключить, как он говорит, так, его сюда. То есть в этом случае подключаем его сюда. Я не знаю, насколько она правдива. Вот. Оказывается, 1 МГц присутствует, ребята. И все это настроено пока нормально. Сейчас посмотрим. Давайте, если изменить. Кстати, 1 МГц он мерит. Это для меня шок. Новинка. Ну хорошо, давайте посмотрим, что дальше. Так сразу он ничего не делает. Но тут она не меняется, конечно. Ну, люблю я этот мультиметр. AN8008. У него все девятки и авто. И к тому же еще вот 999 counts. Видно. И еще то, что она безупречно у меня работает. Продолжим. 1 МГц присутствует. Давайте убираем это сейчас отсюда. Вернее, переключаем дальше. Сперва калибруем B. Итак, подключаю крокодильчики. Один сюда, один сюда. На плюс и минус. Тут же подключаем по возможности этот плюс. И это к минусу. Ой, извиняюсь. Наоборот, это к минусу. А вот это к плюсу. Теперь я подключу вот сюда. Засуну. Суну его туда, как я люблю говорить. И дальше все вот так вот. И что мне сейчас тут нужно сделать? Вот так вот. Здесь калибровка не нужна, она работает. И тут еще написано, что надо toggle to change press 2 to continue. Да, вот вторую, вот эту кнопку надо нажать, чтобы продолжить калибровку. Теперь смотрим сюда. Тут написано для калибровки канала А. Оказывается, сперва надо канал А калибровать. Ага. И делаем вот что. Charger, please connect channel A input to ground. Ага, все ясно. То есть вход мы должны подключить к минусу. Вот так вот. Это для того, чтобы сперва она обнулилась. И continue confirm the input voltage. Так, и нажимаем на вторую кнопку. И пошла калибровка нуля. Вот. Сейчас калибруются нули. Вот разброс 0,4. Сейчас она обнулит сама. Это автокалибровка сейчас идет, да? И поэтому тут ничего нам делать. Просто смотрим. После второго прохода начинается третья, финальная.
И вот сейчас посмотрим, что будет. Все, нули присутствуют. Теперь надо сделать вот что. На входе надо подать 250-300 милливольт. Что мы сейчас и сделаем. Это убираем. Значит так. Этот подключаем сюда. Этот сюда. И... я не знаю, как здесь. Видно, не видно, да, видно. И, конечно же, плюс тоже подключаем сюда. Вот так вот. Теперь выставляем здесь 250 милливольт. Как показывает мой мультиметр, это не 250, а 245. Значит, нужно побольше. 259, ну, сделаем так, 273, к примеру. Вот тут показывает, что при входе 273 милливольта у него калибруется как 114,2 милливольта. Значит, что мы делаем? Вот этим плюсом и минусом, вот этой кнопкой, мы выставляем правильное напряжение. Пожалуйста. Я это немножко ускорю, потому что я это один раз уже сделал. И сейчас сделаю это для вас специально. Показываю, как она калибруется. Так, держим. 273 и 4 должно быть. Еще немножечко. Вот, 273 и 8 показывает здесь. 273 и 6. 273 и 4 здесь. Я не знаю, тут видно или нет. Ну, как-то так. Можно поверить мне на слово, потому что если этого не видно... Хорошо, давайте дальше поедем. То есть выставили то значение, которое показывает мой мультиметр. И как-то вот выставлено здесь 273,4, 273,4. Для перехода в следующий диапазон, то есть это на диапазоне 50 милливольт. При следующем диапазоне 0,1 милливольт переходим вот этой клавишей, вот так, вот этой кнопкой. И тут написано, что надо выставить на, да черт его знает, как он называется, все забываю уже, мозги не те. На блоке питания надо выставить 0,5-0,6 вольт. Что мы сейчас и сделаем. Вот так. Выходим. 0,5 вольта. Ну, пусть будет 0,7, 0,55. Усредним. Да? 550 милливольт. 554,3, если быть честным и точным. И опять-таки тут делаем калибровку, то есть плюсом. Здесь показывает, что сейчас здесь на входе, на аналоговом входе присутствует 236 милливольт. А мы это исправим. Скажем ему, что здесь не 236, 267, то, что было написано, а 554 милливольта с половиной. Это тоже занимает некоторое время, да, пока она поднимается. 554 и 5. И 5, все правильно, 500, вот уже надо понемножку, 554, сейчас выставим, 554 и 4, ну тут оказывается нечетные числа после запятой, наверное, сделано так, чтобы, потому что весь диапазон вместить. И поэтому вот эти маленькие показания, то есть после точки, да, они или 2, или 4, или 8 и так далее, и 6 и так далее. Ну, давай оставим это 554,4, как там показано, и перейдем дальше. Перешли на следующую ячейку, это у нас диапазон 0,2 вольта, и делаем, сейчас он показывает, что 186 милливольт. А по факту мы должны тут выставить от 1 до 1,2 вольт. Что мы сейчас и сделаем. Вот 1. И сделаем 1,1 вольт. Ну, 1,15. Это не страшно. Плюс-минус не проблема. Проблема то, что надо выставить точные показания. То, что вот тут написано. Надо выставить точно
ну, максимально близко к показаниям мультиметра. Ну, конечно, само собой разумеется, я не доверяю этому блоку по точности, поэтому подключил мультиметр. Вот ему я доверяю даже очень. Итак, калибруем плюсом. И так проходим на каждую ячейку, переходим и делаем правильные, выставляем правильные показания. Вот, дошли 1, 1, 5, 9, 1, 1, 5, 5, 8. Вот, 1, 1, 5, 9. Пожалуйста. Более чем достаточно. Точно, да? Переходим дальше. Ну, короче говоря, я сейчас немножко ускорюсь, так как вот это я уже показал, как делается, вы все поняли, да? Вот у меня проблема с 10 вольтами. Вот дойду до этого и потом опять включусь. И вот дошел до 10 вольт. И делаем вот что. Так как нам просят сделать на входе 50-60 вольт, и так как у меня таких напряжений нет, блок питания выдает всего лишь, вот сейчас покажу, максимальное, что я могу тут выдать, это 32,9. Ну, а по факту, да, показывает 32,9, но по факту у меня 31,24. То есть 31 вольт с половиной. Так вот, что я делаю. Больше 10 вольт тут особую точности, я думаю, что не потребуется. Тем более, что отклик-то маленький. Ничего такого тут нет. Тут главное посмотреть на форму. И как бы ничего больше, да. Так, я думаю, что вот этих показаний на 10 вольтах совершенно хватит. Я поднимаю напряжение на 31,23, 24, сейчас посмотрите, ой, перешел границу, сейчас обратно вернусь. Вот, 31,24, 31,24, все. То есть калибровка канала А завершена. Теперь надо то же самое сделать и на канале Б. То есть все эти процедуры я должен повторить, но для вас это будет где-то секундочка. Тем более, что показывать этого вам не буду, просто возьму и сделаю. Ну и вернусь обратно, и потом посмотрим на откалиброванные показания на самом осциллографе. Так что я скоро вернусь. Ах да, чуть не забыл, смотрите. После калибровки он нам предлагает рестарт сделать, то есть начать все сначала. Ну, какой дурак это будет делать, если он там в чем-то не ошибся, да? Просто не нажимает на это, а мы переходим на следующее. И он говорит, select the calibration канала B. Мы можем сделать сейчас калибровку канала B, или же нажать на вот эту кнопку, нажать, а не делать это. И этим самым перейти на следующую операцию. Давайте я все-таки сделаю калибровку канала B, так как осциллограф мне уже нужен. И посмотрим, приду обратно, все покажу, как работает осциллограф после калибровки. Ну вот, калибровка завершена, все показания на своих местах. И вот что в конечном итоге получилось. Когда все это сделали, выходим, да, там спрашивают, что если хотите опять сначала калибруете канал B и все такое, Когда отказываешься, переходишь на следующий этап, да, и доходим до момента, когда он спрашивает, как все это сейв сделать, то есть запомнить. Если делаем все это делалось, калибровка при аккумуляторе, то надо нажать кнопку 2. А если все это калибровку делали на адаптере, то есть на AC адаптере, то калибровку надо делать, вернее, все это надо сейв сделать третьей кнопкой. Ну, так как я делал на аккумуляторе, я
нажимаем на вторую кнопку. Включается, и давайте сейчас немножечко погуляем. Это убираем, так как он нам больше, я думаю, не понадобится. А, кстати, если понадобится, я его верну. Кстати, давайте сейчас посмотрим, да, как прошла калибровка. Переходим на DC и на десятку. Смотрим. И тут показания 31.6. Где-то 2,5. Разброс приемлемый, так как осциллограф не является мультиметром, то общие показания нормальны для осциллографа, чтобы иметь общее понимание, что происходит, и приблизительное значение напряжения. Так, эта калибровка не устраивает. Давайте сейчас сделаем другие замеры. 50 Гц меандр. И давайте посмотрим. В диапазоне 1 вольт. Показания частоты. Так, надо еще... Смотрите, если переходим на канал B, соответственно, и триггер должен быть от канала B. 50 Гц показывает точно. Тут DC, само собой, разумеется, не получится получить. Зато есть RMS 1,4 вольта. Давайте перескочим. 100 Гц. Показания 100 Гц. Тут более-менее 1,44, 1,40. Ну, усредненная, да. Скажем так, она посередине стоит. Нормально, нормально. 50%. Скачет, но нормально. Это не проблема. 200 Гц. Показания 200 Гц. RMS 1,4. 300 Гц. 400. Ровно 5 кГц. Есть такая буква в этом слове. RMS 1,4. Все, здесь у нас порядок. Переходим на канал А. Здесь у меня больше 5 кГц. Нет возможности, да, это самое, выставить. Есть у меня еще один генератор. Вернее, у меня их 3. Вот отсюда я сейчас возьму и покажу. Выбираем транзистор тест нет, частотомер. Наоборот, нам нужен вот генератор. Удерживаем. Вот. Тут показывается, что у нас 10 Гц, а вот тут 16,84. Интересно. 15. Вот тут устаканилось 10 Гц. Правильно. Показывает правильно. Ну, во всяком случае, пока правильно показывает. Поехали дальше. 50 Гц. 50 Гц есть 50 Гц. Поехали дальше. 100 Гц есть 100 Гц. Тут у нас присутствуют такие колебания, которые не были в мультиметре. То есть тут есть у нас 250 Гц. Тут тоже показывает 250 Гц. Максимальное значение 5 вольт. Пиковое, да, 5 вольт. Как его там? Среднее значение 2,56 вольта. Вот, сейчас переходим. 439 Гц. 440. Нахрена такая частота кому-то? Ну, я не знаю. Она у меня тут вшита. Не у меня, а в этом приборе. 436, вернее 439.9956 Гц. Откуда они вот взяли вот это, я не знаю. Честно говоря, не знаю. Но она есть. Вот, 439 и 5. 4, давайте. 440 показывает. 439 у меня там на выходе. 441.9890. Нахрена кому-то вот такая частота, я не знаю. Смотрим. 442, 441,9 там.
Поехали дальше. 443 и 0,1. 443 и 0. Дальше. 1 килогерц. Есть 1 килогерц. 2,5 килогерц. У меня 2500. Есть 2500. Вот, пожалуйста. Дальше. 5 килогерц. Есть 5 килогерц. Пожалуйста. Но постепенно Яндекс превращается, вот скруглились уже эти углы. Так, еще одна странная частота. Это у нас 153.8462. Странно. Ну, есть 1 мегагерц. Есть 1 мегагерц. О, кстати, тут и даже и 2 мегагерца есть. Короче, частоту показывает прекрасно. Кстати, есть еще вот такие вещи. А плюс b, а минус b, то есть это математика, логика. Вот мэп. Опять посмотрим, какие там сигналы. Но опять-таки для меня это лес чужой. Туда входить я даже не посмею. Это еще спец какой-то. 5 килогерц, 4. Что она там делает? Для чего она там присутствует? Вот какие-то не знаю. Ну, чего не знаю, того не знаю. Вот это я уже знаю. Это преобразователь Фурье, да, я вспомнил, да. Спектроанализатор, да. А что изменяет вот это? А, это уменьшает. Частоты уменьшает. А вот так, если поднять 2 мегагерца. Ну, опять-таки темный лес. Ну, не знаю, ребята, с этим осциллографом, как уже видно, все в порядке. Функции для меня просто это, как уже говорил, не все для меня ясно. Но это, наверное, для профессионалов, не для любителей, во всяком случае. Ослик в строю и работает. Пожалуй, самое главное для меня было, чтобы ослик заработал. Ну хорошо, ребята, все. Я показал вам все, что мог. Спасибо за просмотр. Спасибо, что забрели ко мне на канал. Ну, бывайте.